Яйца, покрашенные в вине. Так сказать, сверкающие космические яйца. Делаются очень легко, видеороликов на всех платформах очень много. Все говорят, что получается очень супер, очень красиво, но, как всегда, есть но. И сегодня мы проверим этот рецепт. Всем привет! Итак, нам понадобятся сами куриные яйца, ну и, разумеется, красное вино, полусладкое, либо же сладкое. В кастрюльку, в которой будем варить яйца, наливаем вино. Я взял кастрюльку небольших объемов, чтобы действительно хватило одной бутылки. Затем в эту же кастрюлю опускаем полностью все яйца, которые вы для себя приготовите. И после того, как вы отправили все яйца в кастрюлю, доливаем вино так, чтобы полностью все яйца были покрыты вином примерно на 1 см. Устанавливаем кастрюльку на огонь и доводим до кипения. А после того, как вино в кастрюльке закипит, огонь под кастрюлькой делаем самый маленький и кипятим в таком положении ровно 10 минут. После того, как вы проварили яйца, отставляем кастрюльку в сторонку с плиты, и в таком положении нужно было оставить кастрюльку ровно на 12 часов. Но так как я сегодня проверяю рецепт, экспериментирую, одно яйцо достаем сразу же после варки. Отправляем это яйцо в отдельную тарелку на бумажное полотенце, пускай оно высохнет и полностью остынет. Итак, прошло ровно 3 часа после того, как мы достали первое яйцо. И посмотрите, какое оно получилось, какой цвет. Сверкания на этом яйце нет. Так сказать, даже в тех местах, где лежало яйцо на салфетке, не пристала краска с вина. И сейчас, через 3 часа, мы достанем второе яйцо. Ну и вот посмотрите, второе яйцо намного темнее, уже намного темнее после 3 часов, которые оно провело, остывая в вине. Сейчас оно тоже остынет, и посмотрим, будет ли у него уже эффект мерцания или не будет. Ну а остальные яйца мы достанем уже как положено через 12 часов. Но посмотрите, яйца уже не покрыты вином. Посмотрим, будет ли эта часть покрыта мерцанием или не будет. Итак, прошло положенных 12 часов. Сейчас мы достаем остальные яйца. Эти яйца стали еще темнее, еще чернее, так сказать. И самое главное, появилась на этих яйцах какая-то шероховатость. И там, где яйца были не покрыты вином, как вы видите, есть такие вот небольшие пробелы. Так сказать, шероховатости на них тоже нет. Дадим яйцам высохнуть и посмотрим, что у нас получится. Ну и конечный результат. Первое яйцо, которое мы достали сразу после варки, цвет у него получился красивый, но мерцания нет. Второе яйцо через 3 часа, которое мы доставали, мерцание есть, маленькое, и оно получилось намного темнее первого. Ну и два самых последних. Смотрите, мерцания есть много, мерцание красивое. Но что мне не понравилось, это цвет яиц. Получается ли вау-эффект, как расхваливают во всех остальных роликах? Я бы сказал нет. Да, они мерцают, мерцают красиво, но сами яйца выглядят как-то страшно, как-то стрёмно. На Пасху нужно веселиться. На Пасху нужны яйца яркие, веселые, но не вот такие вот черные, мрачные. Так что такой способ я не рекомендую никому и никогда. Решать, конечно же, вам, но я говорю, этому способу нет. Вот если бы это мерцание перенести на яйца, покрашенные в луковой шелухе, вот там бы был бы эффект вау. Есть у меня идея, как это попробовать сделать. Если у меня получится, я сделаю ролик. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился мой видеоролик, который я забраковал, обязательно поставьте лайк, поделитесь таким роликом с друзьями, чтобы они тоже увидели, что не нужно такое делать. Ну и, конечно, посмотрите еще один очень красивый, прекрасный ролик о покраске яиц. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, на канале Аппетитная кухня. Всем пока!